Она так долго мечтала стать матерью, но судьба написала для нее самый жестокий сценарий. Подарив жизнь своему долгожданному малышу, она навсегда покинула этот мир в возрасте 38 лет. Эта трагедия потрясла до глубины души каждого. Как самый счастливый день обернулся настоящим кошмаром. Гюльшах Чимоглу всегда была лучиком света для тех, кто ее знал. Эта удивительная женщина родилась с невероятной тягой к искусству и твердым характером, который помогал ей преодолевать любые жизненные трудности. С ранних лет она отличалась особой искренностью и невероятным трудолюбием. Друзья и коллеги всегда отмечали ее доброе сердце, готовность прийти на помощь в любую минуту и теплую улыбку, которая могла растопить любой лед. Гюльшах никогда не стремилась к дешевой славе или грязным скандалам, она просто любила свою профессию и отдавалась ей без остатка. Вся ее жизнь была наполнена бесконечной любовью к семье, мужу и искусству. Она была воплощением настоящей турецкой женщины, сильной, преданной, нежной и невероятно терпеливой. Ее путь к признанию не был легким, она много трудилась, оттачивая свое мастерство на театральных подмостках и перед камерами. Гюльшах искренне верила, что честность на экране всегда найдет отклик в сердцах простых зрителей. И она совершенно не ошибалась. Люди чувствовали ее светлую энергетику даже через экраны телевизоров. Именно поэтому известие о ее судьбе вызвало такую глубокую, личную боль у миллионов людей, которые никогда не знали ее лично, но чувствовали в ней родную душу. Зрители запомнили и искренне полюбили Гюльшах благодаря ее ярким и очень характерным работам в популярных турецких проектах. Одной из самых сильных и запоминающихся стала ее роль в известном сериале «Высшее общество». Там она смогла показать всю многогранность своего природного таланта, создав сложный образ, который никого не оставлял равнодушным. Каждое появление Гюльшах в кадре притягивало внимание, ведь она умела виртуозно играть глазами, передавая глубочайшие эмоции без лишних слов. Позже она блистала в драматическом проекте «Городской доктор». Ее актерская игра всегда отличалась невероятной органичностью. Она не просто играла своих героинь, она проживала их настоящие жизни прямо на экране. Партнеры по съемочной площадке очень часто признавались, что работать с ней было настоящим удовольствием, так как она всегда была стопроцентным профессионалом, готовым к любым сложностям процесса. Гюльшах обладала тем самым редким даром делать второстепенные роли настолько яркими, что они запоминались зрителям не меньше, чем судьбы главных героев. Ее фильмография украшала телевизионный эфир, а зрители с огромным нетерпением ждали новых ролей этой талантливой актрисы. Несмотря на стабильные успехи в телевизионной карьере, самой большой, самой заветной и сокровенной мечтой Гюльшах всегда было долгожданное материнство. Она и ее любящий муж Гикхан всем сердцем мечтали о детском смехе в своем уютном доме, о маленьком чуде, которое стало бы продолжением их огромной любви. Но судьба словно специально испытывала их на прочность. Месяцы ожиданий неумолимо сменялись годами, а заветные 2 полоски на тесте все никак не появлялись. Это было время невероятно тяжелых эмоциональных испытаний для молодой семьи. Гюльшах, всегда такая улыбчивая на публике, в стенах своего дома часто давала волю горьким слезам отчаяния. Каждая очередная неудача становилась очень болезненным ударом по ее чуткому сердцу. Они проходили бесконечные медицинские обследования, консультировались с лучшими специалистами страны, искали причину и продолжали свято надеяться на чудо. Ожидание сводило с ума, но их любовь друг к другу только крепла в этой совместной борьбе. Гюльшах категорически не сдавалась. Она черпала жизненные силы в поддержке мужа, который всегда был рядом, крепко держал ее за руку и постоянно повторял, что однажды они обязательно станут родителями. Окончательно поняв, что естественным путем чуда никак не происходит, супруги приняли очень твердое решение прибегнуть к сложной процедуре экстракорпорального оплодотворения. Это был долгий путь, полный уколов, мощной гормональной терапии, постоянных тревог и бесконечных ожиданий результатов анализов. И вот, наконец, небеса услышали их искренние молитвы. Процедура оказалась успешной с первого раза. В тот день, когда Гюльшах узнала, что внутри нее бьется крошечное сердечко, она плакала от абсолютно безграничного счастья. Весь период вынашивания малыша стал для нее самым невероятно светлым временем в жизни. Она берегла себя словно хрустальную вазу, прислушиваясь к каждому легкому движению ребенка внутри. Супруги с огромным трепетом выбирали красивые вещи для детской комнаты, представляли, на кого будет похожа их долгожданная малышка. Живот постепенно округлялся, а глаза актрисы светились тем самым неповторимым светом, который бывает только у женщин в ожидании чуда.
Казалось, что все страшные беды навсегда остались далеко позади, и впереди их ждет только безмятежное счастье. Гюльшах считала дни до встречи со своей любимой доченькой, которую они решили назвать прекрасным именем пера, не подозревая о надвигающейся катастрофе. Настал тот самый главный и долгожданный день родов. На свет появилась абсолютно здоровая, прекрасная девочка пера. Гюльшах нежно прижала к груди свое маленькое чудо, горячие слезы счастья ручьями текли по ее бледному лицу. Она подарила новую жизнь, она наконец-то стала мамой. Но этот самый счастливый момент в мгновение ока обернулся самым черным днем в истории этой семьи. Прямо в больничных палатах, когда она должна была принимать поздравления от близких и готовиться к выписке домой, врачи озвучили сокрушительный диагноз – тяжелая онкология. Рак жестоко вмешался в их жизни в самую неожиданную секунду. То, что должно было стать началом светлой главы, превратилось в начало чудовищной борьбы за выживание. Слова докторов звучали как абсолютный смертный приговор, оглушая и лишая дара речи. Представьте весь этот невыносимый ужас – держать на руках своего новорожденного ангела и четко понимать, что твое собственное время безжалостно утекает сквозь пальцы. Вместо счастливого материнства начались бесконечные больницы, химиотерапия и невыносимая боль. Гюльшах боролась как львица, цепляясь за каждый день ради дочки. Но болезнь оказалась сильнее. В возрасте 38 лет ее сердце остановилось навсегда, оставив огромную рану. Новость о внезапной смерти молодой актрисы повергла всю Турцию в глубочайший шок и общенациональный траур. Социальные сети мгновенно переполнились тысячами слов скорби и невыносимой боли. Самые известные турецкие актеры, именитые режиссеры и продюсеры не могли сдержать своих горьких эмоций. Звезды первой величины массово делились совместными фотографиями с Гюльшах, вспоминая ее невероятную человеческую доброту и высокий профессионализм. Джаназа стала днем безутешного, всепоглощающего горя. Проститься с любимой актрисой пришли сотни людей – родные, близкие, многочисленные коллеги по цеху и простые преданные поклонники. Муж Гикхан, совершенно убитый обрушившимся горем, едва держался на ногах у гроба, с трудом принимая соболезнования. Горькие слезы безостановочно текли по лицам даже самых крепких и стойких мужчин. Море живых цветов полностью укрыло ее последний приют. Вся страна искренне оплакивала потрясающую мать, которая так отчаянно и смело боролась за свое право на счастье. Гюльшах ушла слишком рано, но она оставила после себя самое главное чудо на земле – свою крошечную дочь, в глазах которой теперь вечно будет жить частичка этой прекрасной женщины.